Доброго времени суток всем. Ох, майские праздники наступили. Погода отличная. Тюльпашки мои уже стали расцветать. Смотрите, как красиво. Вот. Они такие вот ярко-красные, с желтенькими, пушистыми кончиками. Вот здесь еще один какой-то скоро будет цвести. Вот зелененький еще. Вот. Ну, какие-то цветы у меня взошли, какие-то нет. В следующий раз я буду делать другую клумбу. Там перед окном с мамой будем делать клумбы скоро с цветами. Вот это мой временный мангал, временная мангальная зона, скажем так. Здесь я положила на колодец стальной лист и на него поставила мангальчик вот такой. У меня был одноразовый мангал, но мы с мамой заказали вот такой вот с толстыми стенками. И он будет не здесь стоять. Это пока временное его место пребывания. На время, скажем так. Ну, а мангальную зону я хочу сделать, сейчас скажу где. Значит, вот здесь вот мне вишню вырубили, которая кустарником заросла. Вот она. Вот здесь под этим деревом росла. Она немножко цветет на макушке только. Внизу я буду обрезать ей ветки. Вот здесь вот еще. Вот это у меня старая баня и старый сарайчик, к ней пристроенный. Вот это опять вырубленные ветки вишни, которые у нас заросли были здесь, я тоже их буду отсюда убирать. Ну и вот это вот у меня будет мангальная зона. Когда мне сделают новый забор, поставят металлические опоры, вот здесь такое местечко достаточно хорошее. Здесь цветут, смотрите, какие цветочки красивые, желтые. Вот, какая красота. Здесь их целая поляна. Не знаю, к сожалению, что это за цветы. Может быть, кто-то из вас знает, напишите. Но у меня здесь их просто море морское. Вот. Вот здесь как-то я буду оборудовать мангальную зону в будущем. Когда мне сделают забор, уберу вот отсюда все ветки. Вот. Здесь потихоньку мне стали вычищать сарайчик, помогать. В сарае было много старых досок, их напилили на дрова. Вот здесь вот профиль лежит для опорные столбы для моего забора. Я уже их покрасила в серый цвет. Вот они ждут, когда придут рабочие и сделают мне новый забор. Так. И, друзья мои, я стала выпиливать очень много деревьев, которые были совсем-совсем сухие. Вот здесь вот часть их. Все пойдут на дрова, эти деревья. Я оставила только те, у которых более-менее макушки вот в цвету, в зелени, скажем так. Сегодня очень ветрено. Ветреная такая погода сильно. Поэтому, может быть, ветер задувает. В общем, вот. Такая история. Сейчас еще покажу, сколько мне спилили деревьев. Очень много деревьев. Сухих абсолютно. При продаже дома мне бывшие хозяева говорили, что были заморозки сильные. И эти деревья должны отойти к следующей весне. Но, к сожалению, они не отошли к следующей весне. Я увидела, какие зацвели сразу, какие нет. В общем, здесь у меня было очень много сухих деревьев. И вот, посмотрите, их очень много поспиливали мне тут на дрова. Вот видите, пенечки торчат. Но у меня здесь кустарниковая зона, можно сказать. Здесь у меня очень много растет черной смородины и крыжовника. Вот, я еще не успела их обработать. Вот крыжовник растет, кустарник, черная смородина. Вон там крыжовник, вон там. Вот дров, смотрите, сколько много напилили. Вот, смотрите, сколько сухостоя, просто масса массовая. Значит, вот с этими веточками, что я буду делать? Я их буду заготавливать на зиму. Ломать на маленькие такие веточки и делать из них вязанки. Ну, небольшие вязанки этого хвороста. Потом буду складывать в сарай. Это будет на зиму у меня растопка. Для бани, для русской печи. Вот, здесь я, значит, обработала несколько кустарников. Ну, я в прошлом видео показывала. Немножко подрыхлила их, подровняла им веточки. Это все черная смородина у меня. Подвязала ее.
Так, вот здесь вот мне надо еще будет ее подвязать, вот эту вот. Вот этот кустик еще буду подвязывать. Вот это дерево мне тоже спилят, потому что оно здесь стоит тоже абсолютно сухое. Вот эта вот груша более-менее занялась, цветет, а вот это дерево рядом с ней сухое. Вот, но здесь нужно 2 человека, чтобы его спилить. Почему? Потому что если его пилить, оно будет падать вот на эту сторону, вот сюда. А здесь у меня кабель для электричества в баню. И чтобы его не повредить, нужно 2 человека. Один будет тянуть на себя, да, вот это дерево, чтобы оно упало вот сюда. Вот, еще я наконец-то сделала себе грядку под клубнику. Точнее, мне помогли это сделать. Вот такая она. Грядка непростая, не просто высокая грядка, она с секретом. И чуть попозже я вам расскажу, как я ее делала. Это необычная грядка. Друзья, я решила сделать высокую грядку по методу Зеппа Хольцера. Есть такой немецкий агроном Зепп Хольцер. Можете загуглить, посмотреть, что за методика по Зеппу Хольцеру. Ну, а я вам вкратце расскажу, что сделала я. Значит, для начала нужно выкопать вот такую траншею. Делать ее нужно чуть меньше, чем вы задумали по параметрам грядку. Вот у меня тут меньше метра по ширине и меньше 5 метров по длине. Потому что по краям нужно ставить бортики. Вот такие бортики, значит, у меня здесь установлены. Глубина где-то полметра этой траншеи. Сюда я на дно положила много сухих спиленных веток. Вы можете сюда положить старые доски, также различные бревнышки, вот все, что у вас есть из сухостоя, можно сказать. Затем я сюда собираюсь складывать дерн. Значит, я обкапывала кустарники, и под ними было очень много крапивы. Я накопала крапивы вот этой вот прям с дерном, можно сказать. И поверх вот этих веток я положила весь этот дерн. Значит, вот. Достаточно много у меня его, потому что сад большой. Поэтому на такую 5-метровую грядку его вполне хватило. И затем я все это засыпаю вот таким вот удобрением, которое называется бакаши. Значит, это такая бактерия, которая перерабатывает весь дерн в полезные удобрения, скажем так. Ну а потом все это я засыпаю землей. И вот смотрите, вот такое вот чудо получилось. Внешне, конечно, это выглядит как будто бы обычная высокая грядка, но внутри она с секретом. Значит, эта высокая грядка первый год будет у меня обычный, но со временем там все прогниет. Эти бактерии начнут разлагать все, что там внутри находится, начнет выделяться тепло и будет образовываться удобрение. И поэтому все, что будет расти на этой грядке, будет очень изобильным и плодовитым. Ну а чуть позже, когда я буду высаживать в эту грядку клубнику, я покрою эту грядку еще дополнительно агротканью, чтобы здесь росла только моя любимая клубника, чтобы не росло никаких сорняков. Кроме того, агроткань будет сохранять ту влагу, которая будет вот в этой грядке накапливаться. Значит, благодаря тому, что она будет закрытая, внутри будет выделяться тепло с помощью вот этой бактерии, которая будет перерабатывать все, что там находится внутри. И будет сохраняться в ней влага, она не будет сохнуть, ее нужно будет меньше поливать. Вот здесь вот рядышком я буду делать уже высокие грядки с бортиками из шифера. Вот потихоньку будем копать. Здесь будут мне помогать, будем делать. А еще у меня расцвела наконец-то черешня. Черешня, представляете, кустик вот этот вот маленький, он расцвел. Вот, смотрите, какие цветочки красивые у черешни. Вот, она совсем небольшая, такая вот маленькая. Первый год она порастет у меня, а на следующую весну я вот эти веточки ей обрежу, чтобы она росла вот
этот ствол, чтобы у нее рос. Боже, какой сегодня ветер бешеный просто. Завтра обещают заморозки у нас. Вот черная черешня, она пока только пустила листочки. Вот и вот, вот сейчас я посмотрю. Ну, в принципе, даже непонятно, вот она будет цвести или нет. В общем, посмотрю еще. Шелковицы тоже, у нее начали зеленеть почечки. Вот такие вот зелененькие почечки она стала пускать уже. В общем, вот, готовлюсь. Мама приедет ко мне на майские праздники, ну как уже 8 или 9 мая. Я вот эту всю клубнику, которая вот здесь растет от предыдущих хозяев, посажу сюда. И посажу ту клубнику, которую сейчас на подоконнике выращиваю. 2 сорта, Ази и Альба. У меня там по 10 кустиков. Вот. Грядка у меня 5-метровая, метр на 5. Вот. Остальные грядки немножко покороче буду делать. Вот. Которые с шифером будут. Ой, Вася бежит. Вася прибежал. Васюшенька, привет. Васек мне здесь помогает, тоже ходит, да, Вася? Ну и, друзья, по вашим рекомендациям я все-таки наконец-то пересадила грецкий орех. Сейчас я вам покажу, куда я его посадила. Вот здесь, кстати, у меня яблоня. Вон и Буся бежит с Васей. За мной бегут, друзья. У меня, кстати, вот у меня собирается цвести еще яблоня. Смотрите, какой у нее красивые розовые цветочки скоро будут. Говорят, те яблони, которые цветут розовым цветом, они красные яблочки имеют. А вон Буська забралась на дерево. Какая она счастливая, вы не представляете. Лазает по деревьям, точит когти, ловит мышей, да, Бусь? Счастье, полные штаны счастья у ребенка. Бусич, молодец, киса. Молодец, гуляй. Умничка, Бусь. Вот так вот мы гуляем, мы любим по деревьям лазить, да, Бусюш? Так, ну идемте дальше, я покажу, куда грецкий орех посадила. Ой. Здесь в округе, знаете, очень много цветет черемухи, вишни дикой, оказывается. Очень много. Вот, кстати, мне поспиливали еще деревья сухих. Все это нужно будет убирать, колоть на дрова. Вот. А возле бани вообще вот что происходит. Смотрите. Оп. Васька бегает с Бусей. Они довольны, счастливы. Вот тоже какое-то деревце у меня цветет. Я не могу понять, что это за деревце. Ну, может быть, мне расскажете, кто знает, что это за деревце. Тоже очень вкусно пахнет. Так, идемте дальше. Вот, смотрите, сколько у меня дров теперь. Мама, не горюй. Короче, на 2 или 3 зимы точно напилили мне тут. И то это еще не все. Еще будут пилить. Еще очень много есть что спилить. Иду показывать грецкий орех. Значит, вот здесь у меня картофельное поле бывшее. Здесь я сухостой. Мне помогли, значит, сгрести вот с того участка. Здесь сухостой, вот эти вот кучки лежат. И грецкий орех я посадила вот сюда. Вот он будет расти в конце участка. Вот здесь вот. Так, тень моя. Вот он. Будет расти теперь здесь. Я его немножко прикрыла соломой, чтобы ему тепло корням было. Я думаю, здесь ему достаточно просторно, будет хорошо. А еще я рассаду свою высадила. Ну, не всю, правда, только тыквы. Значит, я в марте сажала тыквы, семечки. Они у меня проросли, уже достаточно большие, высокие росточки. И я вот высадила тыкву. Вот смотрите, какие лопушки уже растут. 4 росточка у меня. Я ее тоже укрыла, потому что, друзья, у нас скоро будут заморозки. Я, значит, укрыла вот тканью землю, еще немножко мульчи добавила. Вот завтра в ночь будет 0-2. Я еще сверху прикрою соломой их, и будут они у меня здесь пережидать, пока пройдут заморозки. 2 ночи, по-моему, у нас будет холодных в мае. Вот здесь мне тоже напилили. Очень много напилили всего. Вон там очень красивая цветет яблоня. Просто шикардосный у нее цвет. Отсюда не видно, вот против солнца снимаю.
Но там очень красивые цветы, и они очень вкусно пахнут. Вот. Смотрите, как она цветет сильно. Вот здесь мне тоже немного почистили. Вот. В общем, мы тут с котами обходим участок. Вот так вот. Потихоньку я чищу, вычищаю. Что могу, делаю. Что не получается у меня самой, мне помогают. Буду, наверное, все лето убирать эти ветки, готовить на зиму их, складывать в сараи. Буся с Васькой бегают, смотрите, какие они довольны. Ой, я не могу над ними, такие прикольные. Носятся тут, радуются. Все время ходят со мной где-то. Буся коготочки точит. Да, Бусюша? Белка постоянно просится на улицу. Но я вывожу иногда ее. Котят тоже маленьких вывожу. Ее сестренок вывожу тоже гулять иногда. Ждет нас скоро стерилизация. В июне или в конце мая я их повезу к ветврачу. И тогда им тоже можно будет гулять. Вот из этих ульев я сделаю клумбы. Здесь вот поставлю еще те, которые у меня стоят в конце участка. Ну, знаете, я сейчас вот пока спиливаю сухие деревья, ухаживаю за участком, прибираюсь, окучиваю все. Ой, смотрите, вот как груша цветет красиво. Просто красота. В общем, друзья, пока я ухаживаю за участком, я понимаю, что здесь работы не на 1 год. То есть мне, чтобы прибрать, привести его в порядок, потребуется очень много времени. И за 1 сезон я точно не смогу это сделать. Это будет от сезона к сезону, постепенно участок будет преображаться. В этот сезон то, что я успею, сделаю. То, что не успею в этот сезон, сделаю в другой сезон. В общем, вот так вот потихоньку, полегоньку буду что-то делать. А еще наступил наконец-то шашлычный сезон. В этом сезоне я наконец-то первый шашлык попробовала. А еще прилетели соловьи. Очень красиво они поют, вы только послушайте. Кстати, напишите, какие грядки вы делаете на своих участках. Мне будет интересно почитать. Возможно, я даже возьму что-нибудь в свой обиход. Ну, а на сегодня все. Всех благодарю за внимание, за подписки, лайки, комментарии. И также очень благодарна вам за ваши донаты. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.